привет, девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам. Если у вас уже есть готовое изделие, либо вы в процессе создания, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам, и когда наберется достаточно большое количество фотографий, я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно, поэтому если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм, либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. Также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас во времена отсутствия монетизации меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам, спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем вот такой классный красивый жилет, который состоит из мотивов. Вяжется он максимально просто. Это самый обычный прямоугольник. Он у нас на завязочках. Можно будет делать любое количество завязок по бокам. Еще представьте, какой шикарный кардиган получится из вот этих мотивов. Так что, если будет желание, пробуйте. Вязать этот жилет можно абсолютно из любой пряжи. Главное, чтобы вам понравился, как получится в итоге мотив. Но я думаю, что когда мы вяжем вот такие ажурные мотивы, пряжа должна быть потоньше. В таком случае квадратики будут смотреться красивее. Также этот жилет можно утеплить, например, связав из ниток из шерсти, либо к обычной пряже, например, даже к этой Yarn Jeans, добавить какую-нибудь нить из шерсти, либо из мохера. Он получится такой пышненький, пушистый и намного теплее будет. Я захотела связать вот такой обычный вариант, как легкую накидку. Я вязала из обычного Yarn Jeans в 50 граммах 160 метров. Состав 45 акрил, 55% катон. Мой цвет 75. Точный расход я вам напишу в описании под видео. Я использовала крючок 3,5. Вы можете вязать любым вам удобным. 3, 3,5, 4, 4,5. Размер квадратиков в итоге будет зависеть от того, насколько плотно вы вяжете и каким крючком вы вяжете. Чем больше крючок и чем более рыхлое вязание, размер мотива получается больше и наоборот. И что я вам могу подсказать, когда я по итогу закончила весь жилет полностью, что бы я сделала, если бы вязала его еще раз. Смотрите, я не рассчитала, что вот эта вот часть будет свисать. Я думала, что у меня это будет все в пределах плечика, то есть не будет выходить за пределы плеча. Изначально, когда я вывязывала квадратики, я примеряла вот в этой области, в области туловища. Потом уже, когда я вывязывала вот эти вот места, потом вывязывала резиночку, я поняла, что она слишком у меня спускается. Это не совсем то, что я хотела. Поэтому, если вы хотите, чтобы вот эта вот часть была ровно прям вот по косточке, да, по ключице, ну вот прям вот по вашему плечику, не заходила за его пределы, что вам нужно сделать? Вам нужно понять, какой общей ширины вы хотите иметь свой жилет, то есть прям от края до края. Вычесть из этого числа примерно предполагаемую ширину резиночки, то есть с этой стороны, и в это оставшееся расстояние вам нужно уместить 3 квадрата, то есть разделите получившееся оставшееся число на 3, то есть, например, если вы 3 хотите квадратика уложить, либо вяжите ту же, либо крючок поменьше, либо пряжу поменьше. Все, и таким образом у вас отлично она вместится, впишется именно в ту ширину, которую вы изначально хотите. Но если вас это не напрягает, если вас не смущают вот эти чуть-чуть спущенные плечики в области резиночки, вам не нужно заморачиваться, просто вяжите, как я. Начинаем вязание квадрата. Для тех, кто умеет вязать по схемам, здесь я вам прикреплю схему этого квадратика. Для тех, кто не умеет, давайте вязать вместе. Смотрите, здесь нарисовано, что нужно набрать 5 воздушных петель. Вот видите, 5 петелек. Но мы сделаем чуть-чуть по-другому. Это избавит нас от большого отверстия в самой середине квадратика. Оно у нас будет минимальным. Сейчас сделаем кольцо амигуруми, волшебное кольцо, либо скользящую петлю. Вот таким образом обхватываем 2 пальчика. Продеваем крючок, вытаскиваем нить и делаем закрепительную петельку. Вот это колечко можно регулировать. Делайте такого размера, какой вам будет удобен. Далее здесь написано сделать 3 воздушные петельки. Вот 1, 2, 3. Но мы сделаем 2, потому что если мы сделаем 3 воздушные петли, вот расстояние между вот этой воздушной цепочкой и вот этим столбиком будет слишком большое. Поэтому, в принципе, можно здесь сделать 2 воздушные петли. 1, 2. И в это колечко, прямо вот в середину колечка, нам нужно провязать 15 столбиков с одним накидом. Делаем накид. Прям в это колечко за 2 ниточки. Вот эта нить, хвостик, должна быть параллельно колечку. Провязываем столбик с накидом. Первый накид. Второй накид. Третий накид. Четвертый. Вот что у нас получилось. То есть всего у нас получилось 15 столбиков с одним накидом, плюс вот эта изначально набранная косичка. То есть всего как бы 16 столбиков. А далее хорошенько затягиваем, тянем за вот этот хвостик и прям хорошо затягиваем, чтобы у нас здесь получилось маленькое отверстие. И сейчас нам нужно замкнуть в круг нашу детальку. Провязываем просто соединительный столбик во вторую петельку изначально набранной косички. Вот она первая, вот там спряталась ближе к кружочку, к серединке. И вот вторая.
Просто делаем соединительный столбик. Готово. Далее третий ряд. Он у нас также стоит из столбиков с одним накидом, но вот с одной петелькой между каждым столбиком. Набираем 3 воздушные петли. Вот они, 1, 2, 3. В этом случае можно набрать 3 петельки. 1, 2, 3. И вот сразу же еще наберем одну петельку, которая между столбиками. Еще одна, то есть всего набрали 4. И провязываем столбик с накидом сразу же в следующую петельку, то есть в столбик предыдущего ряда. То есть будем вязать столбик в столбик предыдущего ряда. Вот видите, прям столбик над столбиком нарисован. Делаем накид, и вот прям сразу же первая свободная петелька, в нее провязываем столбик с накидом. Опять воздушная петля, накид, прям сразу же в следующую петельку. Воздушная петелька, накид и сразу же столбик с накидом в следующую свободную петельку. И так вяжем по кругу до конца ряда. Вот что у нас должно получиться. То есть всего как и в предыдущем ряде. У нас должна получиться вот эта воздушная цепочка. И 15 столбиков с одним накидом. Провязываем после последнего, как обычно, столбик с накидом. И замыкаем в круг в третью петельку в изначально набранной косичке. 1, 2, 3. Также соединительный столбик. Далее вяжем четвертый ряд, вот он плотный, который состоит из столбиков с одним накидом. Смотрите, делаем 3 воздушные петельки, как обычно. Поднимаемся на следующий ряд. Это имитация столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И каким образом здесь чередуем? Смотрите, 2 столбика в арочку, которая только что получилась, 1 столбик вот прямо в петельку от предыдущего столбика. 2 столбика в арочку, 1 столбик в петельку над столбиком предыдущего ряда. И вот таким образом будем чередовать до конца ряда. Смотрите, сейчас провязываем сразу же в первую арочку 2 столбика с одним накидом. Первый накид, второй накид. И следующий вяжем вот прям в петельку от предыдущего, от столбика предыдущего ряда, вот прям в петельку от него. Далее следующая арочка, провязываем в нее опять 2 столбика с накидом. И следующий столбик вот прям в петельку от столбика предыдущего ряда. И таким образом делаем до конца ряда. В конце, в самую последнюю арочку, как обычно, провязываем 2 столбика с накидом. И замыкаем наш кружочек с соединительным столбиком в третью петельку изначально набранной косички. 1, 2, вот она третья. Следующий ряд у нас состоит только лишь вот из вот этих арочек. Будем чередовать арку из 5 воздушных петель, подсоединяться столбиком без накида. Плюсик — это столбик без накида. Потом 3 петельки воздушные. 5, 3, 5, 3. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И смотрите, пропускаем 2 столбика предыдущего ряда. Вяжем в третью петельку столбик без накида. Смотрите, вот первая свободная, вторая. Вяжем в третью. Столбик без накида, как бы подсоединяем арочку. Далее вяжем 3 воздушные петельки. Также пропускаем 2 петельки, вяжем в третью, столбик без накида. 1, 2, 3. Пропускаем 2. 1, 2. Третья свободная петелька. Столбик без накида. Опять набираем 5 воздушных петель. Пропускаем 2, вяжем в третью. Столбик без накида. Вяжем 3 воздушные петли. Вяжем в третью петельку. Столбик без накида. Все, и таким образом чередуем до конца ряда. Вот мы провязали предпоследнюю большую арочку из 5 петелек. Сейчас заканчиваем ряд на арочке из 3 петель. 1, 2, 3. И вот, как обычно, 2 пропускаем, вяжем вот в третью. Здесь можно провязать соединительный столбик. Будет красивее. Готово. Следующий ряд будем провязывать вот эти столбики с одним накидом под эти арочки. Вот таким образом. Смотрите, вот тут у нас будет уже вырисовываться 4 наших уголочка. Провязываем первый. Сначала нам нужно подобраться вот прям в эту арочку. Просто для удобства провязываем под арку просто соединительный столбик. Провязали. Делаем имитацию первого столбика с накидом. Провязываем 3 воздушные петельки. Вот они в сторону смотрят. 1, 2, 3. Потом провязываем 4 столбика с накидом в арочку, 3 воздушные петли и сюда же в эту арку 5 столбиков с одним накидом. Делаем накид, провязываем 4 столбика с накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Смотрите, вяжите так, чтобы это все было сразу же красиво, чтобы не надо было поправлять потом, чтобы последний столбик оказался прямо вот в серединке арочки. Делаем 3 воздушные петли. И сюда же в арочку провязываем 5 столбиков с накидом.
Замыкать будем каждый раз веерочки в маленькие арочки, просто столбиком без накида. Провязываем, продеваем крючок прямо вот под арочку, провязываем просто столбик без накида. Следующая арочка у нас состоит просто из 7 столбиков с одним накидом в одну арочку. Вот в эту арку провязываем 7 столбиков с накидом. Сделайте так, чтобы вот четвертый, который самый средний, оказался вот прям ровно посередине арочки, чтобы это было красиво. И подсоединяем этот веерочек, как я уже говорила, в маленькую арочку просто столбиком без накида. Следующую арку вяжем идентично, как здесь. Провязываем 5 столбиков с накидом в эту арочку, 3 воздушные петельки и в эту же арочку 5 столбиков с накидом. Прямо отсюда же делаем накид, провязываем. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И еще сюда же 5 столбиков с накидом. Подсоединяемся в маленькую арочку, просто столбиком без накида. Все, и таким образом до конца ряда чередуем большую арочку, маленькую, большую, маленькую. Вот что у нас должно получиться. Последнюю арочку мы провязали 7 столбиков с накидом. Также ее замыкаем вот в эту маленькую, как обычно, столбиком без накида. И подсоединяемся, замыкаем наше вязание в третью петельку изначально набранной косички с соединительным столбиком, как обычно. Все делаем одно и то же. 1, 2, третья петелька, соединительный столбик. Следующий ряд будем провязывать вот эти вот арочки, вот они желтеньким обозначены. А сейчас провязываем 2 воздушные петельки, вот они, это как бы имитация вот этих столбиков с накидом, которыми мы будем подсоединяться к вот этому нашему предыдущему ряду. Делаем 2 воздушные петельки, вот они, и плюс еще 4 для вот этой арочки. То есть сейчас набираем 6 воздушных петель. 1, 2, это имитация столбика с накидом, и еще 4, 1, 2, 3, 4. Вот крестиком нарисовано. Мы должны подсоединиться в эту арочку столбиком без накида, провязать 3 воздушные петельки и в эту же арочку подсоединиться вот крестик столбиком без накида. Вот наша арочка столбиком без накида подсоединились. Делаем 3 воздушные петли. Вот у нас уже разворачивается на другую сторону. И в эту же арочку также провязываем столбик без накида. Вот у нас получилась еще одна маленькая арочка. Далее провязываем 4 воздушные петельки, подсоединяемся в середину столбиком с накидом, вот между вот этими веерочками предыдущего ряда. Делаем 4 петельки, накид, и вот прям вот она, видно ее, петелька. Вот таким образом. Далее провязываем 3 воздушные петельки, подсоединяемся столбиком без накида прямо в середину веерочка. 1, 2, 3. Вот она прям середина веерочка, но если трудно ориентироваться, смотрите, 1, 2, 3 в 4-ю петельку. Столбик без накида. Далее опять вяжем зеркально, провязываем 3 воздушные петельки, столбик с накидом. 1, 2, 3. Делаем накид опять вот в эту серединку между вот этими веерочками. Провязываем 4 воздушные петельки, столбик без накида в арочку вот эту предыдущего ряда, 3 воздушные петельки и в эту же арочку столбик без накида, вот крестик. 1, 2, 3, 4. В эту маленькую арочку прям в уголочек столбик без накида, 3 воздушные петли. Сюда же столбик без накида. И делаем все то же самое, повторяем вот эти действия до конца ряда. Подошли к концу ряда, здесь провязали прям вот в макушку вот этого веерочка, провязываем последние 3 воздушные петельки и подсоединяемся во вторую петельку вот изначально набранной косички. Помните, вот мы повязали 2 столбика. 1, 2, 3 и подсоединяемся вот первая, вторая петелька, соединительный столбик. И провязываем последний наш ряд. Смотрите, делаем 3 воздушные петельки. В эту арочку, вот которая у нас арочка, провязываем 4 столбика с накидом. Делаем 3 воздушные петли. В эту арочку 4 столбика. Далее вот в эту маленькую арочку предыдущего ряда провязываем 3 столбика с накидом, делаем 3 воздушные петельки и в эту же арочку 3 столбика с одним накидом. Вот эту маленькую арочку провязываем 3 столбика, 3 воздушные петли и сюда же в эту арочку 3 столбика с накидом.
Вот он наш уголочек. Вот в эту большую арочку провязываем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков с накидом. Далее в маленькую арочку 3 столбика. В следующую арочку 3 столбика. В большую арочку 5 столбиков. Провязываем 5 столбиков в эту арочку. В эти две маленькие арочки по 3 столбика с накидом. В большую арку провязываем 5 столбиков. И с этого момента делаем все абсолютно идентично. То есть провязываем в уголочек 3 столбика, 3 воздушные петли, и в эту же арочку 3 столбика, потом в арочку 5 столбиков, в эти две арочки по 3 столбика, в большую арочку последнюю опять 5 столбиков. Вот в эту последнюю арку провязываем 3 столбика с накидом, как обычно. И подсоединяемся в третью петельку изначально набранной косички с соединительным столбиком. 1, 2, 3. Вот наш квадратик готов. Размер моего квадратика получился 12 на 12 сантиметров. Если у вас получился другого размера квадрат, просто мы вяжем с вами разной плотностью вязки. Регулировать размер квадратика можно и размером крючка, и плотностью вязания. Можно оставить и в таком виде. Сейчас уже начать соединять наши квадратики любым способом, который вы знаете, либо которым я вам показывала. Например, вот таким швом, когда мы соединяли квадратики вот в этих мастер-классах. Либо точно такой же шов, но с изнаночной стороны, то есть этого объемного шовчика будет не видно. Либо вот как в этом мастер-классе будет абсолютно плоский шов, его будет не видно. Как мы видим из этой фотографии, здесь по краям каждого квадратика окошки. В принципе, мы можем сделать точно так же. Таким образом, вязание получится более легким, воздушным. Смотрите, вот прям закончили квадратик. Сразу же отсюда можно сделать 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это у нас имитация столбика с одним накидом. И будем вязать, вот как обычно, наши окошки. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом через одну петельку. То есть делаем одну воздушную петельку, которая между столбиками, делаем накид, и через одну петельку провязываем столбик с накидом. Воздушная петля, накид, через одну петельку вяжем столбик с накидом. Воздушная петля, накид, через одну петельку. Воздушная петля. И смотрите, как провязываем уголочек. Провязываем столбик с накидом вот прям в эту арочку. Делаем 2 воздушные петли. И провязываем столбик с накидом в эту же арочку. Воздушная петля, делаем накид и провязываем в петельку от вот этого второго. Вот первый столбик с накидом, вот второй, вот в эту петельку. Столбик с накидом. Воздушная петля, накид, через одну провязываем. Все, и таким образом у нас получится вот такие вот окошки. В конце ряда, вот у нас прям так хорошо получилось, провязываем, как обычно, вот так, через одну петельку, столбик. Делаем накид и в третью петельку изначально набранной косички соединительный столбик. 1, 2, 3. Нить можно обрезать. Вытаскиваем хвостик. И делаем незаметное соединение с изнаночной стороны. Продеваем хвостик через петельку. Потом на одну возвращаемся петельку, продеваем вот куда получится, между вот этими перемычками. Ныряем прям в серединку косички и через нее вытаскиваем хвостик. Вот таким образом соединение у нас получилось. Хвостик можно увести вот в этот столбик, в самый ближайший, и вот где-нибудь спрятать на изнанке. И вот такой квадратик у нас получился. В этом видео у меня получился размер квадратика 13,5 сантиметров примерно, но это не в неразглаженном виде. Сейчас предлагаю хорошенько прогладить все квадратики, вот так хорошо выпрямить, прям чтобы у нас здесь образовался острый уголочек, чтобы это все было при сшивании и удобно, и красиво. С изнаночной стороны проглаживаем. При желании можно только что проглаженные квадратики натянуть на вот такое приспособление. Это обычный пенный блок и обычные шпажки. Я его использовала вот для этого мастер-класса, там, где у нас было очень много квадратиков. А в принципе здесь тоже можно его использовать. То есть сразу же, как только прогладили с паром квадратик, он еще мокренький, сразу же натягиваете на шпажки и вот насаживаете один за другим. И вот можно на денечек оставить, и вот таким образом у вас они высохнут вот прям именно вот в таком положении, с острыми уголочками и с прямыми сторонами. Но если не хотите заморачиваться с этим приспособлением, ничего страшного, можно просто проглаживать прям очень хорошо каждый квадратик. Прям вам нужно будет его вот так растягивать и прям вот этот уголочек вот так хорошо проглаживать.
и подгонять каждый квадратик друг к другу. И далее начнем сшивать квадратики. Располагайте такое количество квадратов в ширину и в длину, сколько вам нужно для вашего размера. Я, скорее всего, как и на фото, буду использовать квадратики 3 на 3. И тут точно так же, когда мы провязали окошки, сшивайте любым известным либо удобным для вас способом, который я сказала ранее. Либо, смотрите, я сейчас хочу попробовать, не сшивала еще ни разу квадратики иглой. Прикладываем изнанкой друг к другу 2 квадратика. Продевать будем иглу на переднем квадратике за заднюю стеночку косички, на заднем квадратике за ближнюю к нам стеночку косички. Смотрите, вот у нас, помните, в уголочке было 2 воздушные петли. Одна как бы к этой стороне относится, одна к этой. Вот задействуем, которая принадлежит к этой стороне, за заднюю стеночку. На заднем квадратике также вот эту косичку, которая принадлежит для этой стороны, продеваем за переднюю к нам косичку, точнее стеночку. Продеваем вот так. Побольше можно отрезать хвостик нити, чтобы поменьше было потом соединений и узлов. И смотрите, можно вот так сейчас змейкой прошивать. То есть сейчас с заднего квадратика выходим на передний. Точно так же провязываем дужки, хватая за дужки. Теперь снизу наверх. Опять сверху вниз. И снизу наверх. Затягивайте так туго, как вам нужно, то есть не перетягивайте, чтобы у нас вот так он не съеживался шовчик, ну и так не сильно слабо, чтобы здесь не было больших отверстий. Либо можно таким способом, смотрите, например, продеваем вот так, и опять же сверху вниз. То есть такая плетеночка получится на месте шва. Затягивайте тоже так, как вам нужно. И опять вот сверху вниз. Сверху и вниз. Тут почему-то не очень видно, но в принципе вживую отличается. Смотрите, вот до этого места мы провязали вот первым способом, здесь вторым. Так что провязывайте, какой вам больше нравится. Вот провязала первую пару квадратиков. Начальную нить можно обрезать с хвостиком и закрепить на изнанке. И не отрывая нить, продолжаем соединение. Вот мы подошли к концу сшивания первой пары. То есть, смотрите, также закончили прямо в самом уголочке на вот этих петельках, которые относятся к этой стороне. Далее берем другую пару, следующую, также изнанкой друг другу складываем и продолжаем. Я сшивала первым способом, вот у меня сверху ниточка осталась, здесь я начинаю сверху вязание, то есть чтобы не нарушался рисунок шва. В принципе, его особо не видно будет, но чтобы все было красиво. Все, и таким образом продолжаем сшивать. Здесь можно вот так чуть-чуть подтянуть. Потом, когда у нас все будет готово, с изнанки мы прогладим все шовчики, у нас все выпрямится, будет красиво. Все, и продолжаем сшивать нужное количество квадратов. В конце, когда пришили нужное количество квадратов, ниточку также обрезаем и закрепляем на изнанке. Далее подсоединяем к уже пришитым квадратикам новые полосы, вяжем такую длину, которая вам нужна. То есть подсоединяем следующий квадратик, следующий и так далее. Далее, как мы провязываем шов перпендикулярно шву, который уже образовался, все делаем абсолютно то же самое. Вот подобрались максимально близко к нашему шву, который уже провязали. Провязали последние петельки, которые относятся к этому квадратику. И вот, в принципе, так прям перескакиваем, сразу же начинаем провязывать следующую пару квадратиков. Вот таким образом выглядит стык 4 квадратиков. Сейчас с изнанки можно прогладить все швы. Далее будем заниматься вот этим вот местом, которое у нас находится рядом с плечиками. Мы его будем делать вот таким округлым, для того, чтобы потом мы красиво могли уложить и вывязать нашу горловину резиночку. Что касается вывязывания этих мест, все абсолютно индивидуально. Это зависит от того, насколько вы хотите, чтобы был широкий вырез, либо наоборот узкий, насколько вам нужно здесь длинную сделать часть. То есть, смотрите, все, ориентируйтесь по себе. Подсоединяюсь в самый уголочек своей детали. Вот прям в эту петельку, которая относится к этой стороне. Продеваю крючок. Вытаскиваю рабочую нить. Делаем закрепительную петельку. И делаем 2 петли подъема. Я, скорее всего, провяжу вот это вот расстояние в 1 квадратик. Столбиками с одним накидом. Делаем накид. Когда вот мы подходим к арочке, можно прям под арку провязывать. Делаем накид. Следующий столбик провязываем именно вот в петельку над столбиком предыдущего вот ряда. Накид провязываем в арочку, столбик с накидом. Накид в петельку. И так чередуем в арку в петельку до того места, пока вам не захочется остановиться.
Смотрите, до какого места я довязала. И смотрите, вот этот вот момент нам нужно сделать так, чтобы здесь было более округлое соединение. Потому что, видите, здесь достаточно высокое расстояние в высоту столбика с накидом. А нам нужно сделать более его покатым, для того, чтобы красиво потом уложить в воротничок резиночку. Для этого провязываем самый последний столбик таким образом, независимо от того, закончили вы здесь, в этом месте. То есть, смотрите, делаем накид, провязываем в следующую петельку не до конца столбик, только через 2 петли, делаем накид и в следующую какую-нибудь петельку также провязываем через 2 петли и через все 3 петельки на крючке одной рабочей нитью. То есть, видите, он как бы такой скошенный получился, намного лучше. Разворачиваем вязание. Следующий ряд будем провязывать ряд с окошками. Делаем 2 воздушные петли, 1, 2, одну петельку, которая между столбиками, делаем накид и провязываем через одну петельку. Все то же самое, как мы делали вот в обвязке квадратиков. Делаем воздушную петельку, накид, через одну петельку. И так вяжем до конца ряда. Последний столбик провязываем во вторую петельку изначально набранной косички. Опять же, если у вас так получилось, что вот этот предпоследний столбик получился над предпоследним вот этим столбиком, и у вас тут не получается сделать окошко, ничего страшного, просто делайте 2 столбика подряд. Этого, в принципе, не будет видно. Так, я провязываю столбик с накидом. Делаю 2 воздушные петли, разворачиваем. Следующий ряд опять будем вязать вот эти вот плотные столбики, то есть будем чередовать плотные столбики, окошки, плотные столбики, окошки. Делаем накид, провязываем сразу же в первую арочку. Столбик, накид в петельку от столбика предыдущего ряда. Накид в окошко и так до конца ряда. Смотрите, до какого места довязываем. То есть у нас здесь остается такое скошенное окошко, как треугольничек, и 2 окошка полноценных. То есть я провязала последний столбик над столбиком. И сейчас опять сделаем, как вот в этом ряду, такую убавку, для того, чтобы у нас здесь край был скошенный. Делаем накид, провязываем в арочку, провязываем только через 2 петли. Накид, провязываем в петельку от столбика через 2 петли. Все 3 петли на крючке одной рабочей нитью. Вот, видите, какой у нас скос получается. Делаем 2 воздушные петли, разворачиваем. Делаем еще одну петлю, которая между столбиками. Делаем накид и 1, 2, 3, 4, 5 в 6-ю петельку от крючка. Вот в эту. Провязываем столбик с накидом. Воздушная петля, накид, через одну петельку, столбик с накидом. Так делаем до конца ряда. В конце провязали столбик с накидом прямо в самый край, делаем 2 воздушные петли, разворачиваемся и делаем все абсолютно то же самое до тех пор, пока вам не захочется остановить убавки вот в этом месте. То есть с того места у вас пойдет уже по прямой. И смотрите, как будет удобнее, чтобы потом не вспоминать, как вы делали здесь убавки. Просто вяжите вот эти 2 части параллельно. Вот я провязала такое количество рядов, а далее я больше не буду делать убавки, буду просто вязать по прямой. Каждый раз все это буду примерять на себе, буду смотреть, насколько мне нравится глубина выреза. Вот смотрите, провязали предпоследний столбик прям в окошко, и последний столбик провязываем в столбик предыдущего ряда, в петельку от столбика предыдущего ряда. Все, и отсюда будем вывязывать по прямой, делаем 2 воздушные петли, разворачиваем, делаем еще одну воздушную петельку, накид, провязываем столбик с накидом, 1, 2, 3, 4, 5 в 6-ю петельку от крючка. Провязываем окошки до конца ряда. Следующий ряд провязываем плотные столбики. Здесь с этого края, где мы делали убавки, с того места, где мы будем делать вырез по прямой, провязываем в последнее окошко столбик с накидом. Делаем накид и в изначально набранную косичку во вторую петельку провязываем еще 1 столбик. Все, видите, таким образом у нас больше нету скоса. Далее вяжем просто по прямой. Также делаем 3 воздушные петельки, разворачиваем, накид, провязываем наши окошки. В следующем ряду, когда мы здесь также будем подходить к этому краю, также будем провязывать последний столбик во вторую петельку изначально набранной косички. Смотрите, какое количество рядов я провязала. На этом я пока остановлюсь. Сейчас займемся задней частью жилета. После того, как закончим, я приложу обе половинки к себе, посмотрю, все ли мне нравится. И в зависимости от того, как это будет выглядеть, посмотрю, нужно ли мне распустить несколько рядов, либо наоборот добавить. Смотрите, я приложила 2 детали друг к другу изнаночной стороной. И смотрите, что я вам хочу показать, как мы будем вязать заднюю часть. Нам нужно на задней детали провязать как минимум вот такое количество рядов от одного края до другого, просто поворотными рядами. И не довязывая до конца 1-2 ряда, примерно вот эту часть до сюда довяжем, а также провяжем вот эту вот часть, для того, чтобы у нас аккуратненько лег вот этот наш воротничок резиночка. Подсоединяем в петельку самую угловую новую нить, делаем закрепительную петлю,
2 воздушные петли. Раз, два. И вот прям сразу же в первое окошко провязываем столбик с накидом, потом столбик с накидом в петлю, в окошко, в петлю и так далее, прям вот до конца ряда. В конце, когда мы подошли к уголочку квадратика, в него, прям в самый уголочек, провязываем 2 столбика с накидом. Делаем 2 петли подъема, 1 петелька, которая на петлю между столбиками. И провязываем ряд наших столбиков, делаем накид и провязываем 1, 2, 3, 4, 5 в 6-ю петельку от крючка. Воздушная петля, через 1 петельку, окошко. Воздушная петля, накид, через 1 петельку, столбик с накидом. И таким образом до конца ряда. В конце ряда мы должны провязать во 2-ю петельку изначально набранные косички, столбик с накидом. Опять же, если у вас не получается в конце сделать окошко, ничего страшного, провяжите просто подряд 2 столбика. Просто это нужно для того, чтобы здесь сохранился ровный край. Все, опять делаем 2 воздушные петельки, разворачиваем и опять провязываем ряд столбиков с накидом плотные. И провязываем такое количество рядов, сколько вам нужно. Итак, смотрите, что у меня получилось. Я провязала на 2 ряда меньше, чем вот мы провязывали здесь напереди. И сейчас вот эти 2 недостающих ряда я провяжу такой ширины, какой ширины у меня вот эта вот лямочка. То есть просто не отрезая вязание, сейчас провязываю 2 ряда. Вот что у нас получилось. В принципе, вот эти 2 рядочка не обязательно делать вот такими вот скошенными, но при желании можете их сделать. Сейчас будем сшивать по вот этим швам с этой и с этой стороны. Прикладываем друг к другу 2 детали и сшиваем. Можно сшивать иголкой, либо крючком, как вам будет удобно. Так, смотрите, здесь у меня закончилось вязание. Чтобы было удобно, в переднюю часть продеваю крючок в самый уголочек. Вытаскиваю вот эту петельку через него. Можно сделать закрепительную петельку. Далее вяжем, можно просто соединительными столбиками соединять в петельку на одной детали, в петельку на другой. И вот таким образом. Эти петли можно вязать не туго, чтобы наш шов не стягивался. Нить обрезаем и закрепляем на изнанке. Вот что у нас получилось. Кстати, при желании вот эту заднюю часть вы можете привязать в общей сложности на пару рядочков больше, чем вот эта передняя. Это будет считаться ростком, то есть это тот момент, который не дает вам, вашему изделию, сзади вот так вот подниматься. Например, если вы сутулитесь часто, либо если у вас большой объем тела, например, большой размер одежды. То есть можете попробовать вот такой вариант. Я этот росток не делала. И сейчас мы можем приступить к обвязке резиночкой наших нижних краев. Начнем с них, потом, когда они будут готовы, прям от них начнем вывязывать боковые резиночки. Кстати, на передней и на задней детали можно связать разные длины резиночки. Скорее всего, я так и сделаю. На передней детали я свяжу покороче резиночку, на задней подлиннее. Мне нравится, когда у изделий сзади длина чуть больше, чем спереди. Обвязывать края резинкой можете любым известным вам способом, либо любым из этих способов, которые я предложила вот в этом мастер-классе. Я буду использовать первый вариант обвязки, только вместо столбиков без накида я использую полустолбики с накидом, просто потому что резиночка таким способом растет быстрее, из-за того, что полустолбик чуть шире, чем столбик без накида. Для того, чтобы у нас косички смотрели вниз, мы начинаем, подсоединяем нить с лицевой стороны. Вот у нас лицевая сторона, вот здесь берем, подсоединяем нить в самый уголочек, набираем нужное количество петель, вяжем. И смотрите, здесь такой момент, что касается, куда продевать, когда вот мы подсоединяемся к нашему полотну, да, вот вяжем сверху резиночки до вот нашего полотна. Тут все индивидуально, в зависимости от того, насколько у вас часто получились вот эти окошки. Например, вот вы связали небольшой отрезок резиночки, раз вы видите, что она у вас какая-то слишком растянутая, да, например, вот тут волночки появляются, это означает, что вы продеваете крючок слишком часто. Вам нужно продевать чуть-чуть пореже, крючок подсоединять резиночку к полотну. Нам для этого жилета нужно сделать так, чтобы резиночка была абсолютно прямой, поэтому провяжите какой-то отрезок, посмотрите, все ли вы делаете правильно, все ли это красиво выглядит. И вот смотрите, как я делала, именно просто покажу, чтобы вы примерно поняли. Вот когда я подсоединяю последнюю петельку, это все по мастер-классу, кто понимает, о чем я говорю, сразу вы сейчас поймете. Вот я подсоединяюсь в столбик, в петельку от столбика. Подсоединили резиночку. И вот мы следующую петельку должны провязать просто столбик без накида. Я провязываю также в столбик предыдущего ряда, в петельку от столбика. Все. Далее по обратной стороне вяжу опять резиночку, потом по обратной стороне, когда я довяжу сюда, опять буду провязывать в столбик, далее подсоединюсь в столбик и так далее. И таким образом у меня получается ровная резиночка, не стянутая и не слишком широкая.
Итак, смотрите, что у меня получилось. Это передняя часть, это спинка. На переднюю резиночку я набирала 11 воздушных петель. На заднюю спинку я набирала 15 воздушных петель. Ширина резиночки спереди получилась 5,5 см, на задней 7,5 см. Девчонки, также смотрите еще один момент. Вот этот вот край резиночки должен быть идеально ровный. Вы иногда присылаете мне фотографии, и на них вот этот край, вот прям как забор, абсолютно неровный. Это означает, что вы не считаете петли, когда набираете в одну и в другую сторону. У вас это количество петель должно быть абсолютно одинаково. То есть, если вы еще не уверенный пользователь крючка, еще немного вещей связали, то вам нужно будет каждый ряд считать петли, для того, чтобы у вас получился ровный край. То есть, с этого края, когда мы идем вниз, мы провязываем ровно одинаковое количество петель, ну, например, 10 петель. Как отсюда начали провязывать первую петельку, до этого края мы также должны набрать 10 петель. Далее можно заняться вывязыванием боковых резиночек. Подсоединяем нить в самый уголочек. То есть смотрите, чтобы вот здесь край был очень ровный, красивый, потому что это будет заключительная резиночка, больше у нас обвязки не будет. Подсоедините в пару мест, то есть подсоедините в одно место, свяжите небольшой отрезочек, посмотрите, ровно ли здесь край. Если не ровно, подсоедините в нужном месте. Все, и вяжем по вот этой всей длинной стороне, переходим на спинку автоматически и заканчиваем также вот здесь снизу. Полностью закончили обвязку по бокам. Смотрите, на эту резиночку я набирала 8 воздушных петель. Ширина резинки у меня получилась 3,5 см. И смотрите, если у вас совсем слегка все-таки стягивает резиночка изделия, это легко исправить, просто прогладив с изнаночной стороны, чуть-чуть подтягивая вот эту вот резиночку, и все будет абсолютно ровно. И сейчас мы можем заняться вывязыванием резиночки для нашего ворота. Смотрите, если вы хотите, можете сразу начинать вывязывать резинку. Я, скорее всего, сейчас пройдусь буквально одним рядом столбиков без накида, просто выровняю его побольше, получше, и уже от него буду начинать вывязывать резиночку. Подсоединяемся в каком-нибудь месте на спинке, для того, чтобы у нас шовчик, когда мы будем соединять начало и конец резинки, был мало заметен. Так, вот он мой вырез, это вверх ногами. Сейчас подсоединяемся вот сюда, вяжем здесь в каждую петельку. Здесь у нас очень легко просматриваются петельки в каждую петлю. Встретимся здесь, когда доберемся до этого места. Когда дошли до вот этого места, до плечиков, смотрите, здесь просто протыкаем крючок, куда получится, но в одни и те же места, чтобы мы здесь и здесь провязывали с противоположных сторон одинаково, чтобы у нас здесь не было, например, больше либо меньше петель, чем здесь, чтобы резиночка в итоге лежала хорошо, красиво. Смотрите, например, в окошко можно привязывать столбик без накида, потом вот рядом с ним, потом вот помните, вот мы провязывали столбик с накидом, вот, например, прям в середину столбика. Если провязать прям вот под него, здесь образуется такое отверстие большое. Потом вот сразу же... это у нас шовчик. Вот можно в шов прям. Потом опять в середину столбика. Потом вот рядом с окошком в уголок. Потом в окошко. И все. Таким образом продолжаем обвязку. И вот смотрите, когда мы перешли от ворота к вот этой прямой части на груди, видите, мы столбиком еще больше скрасили вот этот переход. Он получился еще плавнее. Здесь по квадратику я провязываю вот так под арочку, в столбик, в петельку от столбика, под арку, в петельку от столбика. Довязали до конца, и с этого момента начинаем набирать нужную длину резиночки и вяжем по кругу. Смотрите, как делаю конкретно я. Я провязываю, вот когда сверху иду к полотну, подсоединяюсь. Так, сейчас провязываю последнюю. Подсоединяюсь через одну петельку. То есть, смотрите, если я сейчас подсоединюсь сюда, у меня резинка будет очень выпирать и волночкой пойдет. Это некрасиво. Поэтому я сейчас подсоединяюсь через одну петельку. Следующий столбик без накида в следующую сразу же. Потом провязываю по обратной стороне, а далее, когда вниз сюда пойду, опять через одну петельку провяжу и так далее, именно по вороту сзади. Вы можете вязать по-другому, зависит от плотности вашего вязания. Например, если бы вы вязали вот здесь вместо полустолбика с накидом просто столбики без накида, вот эта часть была бы поуже, и, возможно, вам придется прям в каждую петельку подсоединяться, то есть не придется пропускать одну, как мне, например. Поэтому все это абсолютно индивидуально. Вяжите, провязывайте несколько вариантов и смотрите, какой лучше получается. Смотрите, как у нас должно получиться здесь в уголочке на вороте. У нас резиночка должна красиво, плавно лечь. Смотрите, если мы будем провязывать здесь в углу, прям в каждую петельку, подсоединять, когда вот мы подсоединяемся к полотну резиночкой, вяжем обратно опять к полотну, то у нас получится здесь вот такая вот волна большая.
Чтобы этого избежать, для этого мы, подходя к волне, просто должны сделать подсоединение резиночки к полотну чуть более реже. Например, я и так провязывала через одну петельку. Вот можно провязывать, например, вот таким образом, то есть через 2 петли продеваем. И вот в моем случае через все 5 петелек провязываю одной рабочей нитью. Но так много петель образовалось, потому что я вяжу полустолбики с накидом. Далее, смотрите, можно провязать не в следующую петельку, а через одну. Но чтобы вот мы провязывали не сразу через одну, потому что здесь образуется такое отверстие, мы можем вот сделать вот таким образом в первую петельку, а потом во вторую. И через все 3 петли на крючке одной рабочей нитью. Все, тогда вот здесь получается небольшое отверстие. Далее опять вяжем в эту сторону, подходим опять в обратную сторону к полотну. Также провязываем через 2 петельки, также вот захватывая все 2 петли. Даже можно через 3 петли, то есть вот таким образом продеваем первую, вытаскиваем, вторую, если хотите, третью. И вот одной рабочей нитью через все петельки, все петельки на крючке. И таким образом у нас красиво вот так ляжет уголочек, в уголочке наша резиночка, и будет все очень красиво смотреться. Все это вяжется абсолютно индивидуально. Привяжите один отрезочек, да, вот посмотрите, как вот смотрится в этом месте. Если не нравится, если слишком сильно тянет, значит, вы много слишком вот этих убавок на полотне сделали. Если наоборот у вас волночка все-таки получается, значит, вы слишком часто подсоединялись в каждую петельку, либо там через одну петельку, значит, надо чуть-чуть пореже. Поэтому вот провяжите буквально несколько рядочков, и вы поймете визуально, как это все смотрится. Когда полностью довязали резинку, с изнаночной стороны вот так вот сшиваем по вот этому шовчику, там же в мастер-классе я показала, как это делать. На горловину я набирала 6 воздушных петель, ширина резиночки получилась 3 сантиметра. Ворот также с изнаночной стороны можно прогладить утюгом, чтобы он еще лучше разгладился. И нам осталось пришить завязочки. Также пришивайте на любом месте, где вам хочется, повыше, пониже. Можно даже в несколько рядов, там, например, по 2 завязки с каждой стороны сделать. Я, скорее всего, пришлю только по одной завязке с обоих сторон. Также я вот провяжу их на уровне примерно среднего квадратика, прям посередине. Подсоединяем рабочую нить. Делаем закрепительную петельку, набираем такое количество воздушных петель, какое вы хотите, чтобы была длина вот этой завязочки. И потом в обратную сторону провязываем за вот эти задние перемычки любые столбики. Например, если вы хотите узкую, тоненькую завязку, можно провязывать даже соединительные столбики, можно столбики без накида. Я вот, скорее всего, буду провязывать столбики с одним накидом. Она, то есть по ширине, мне кажется, будет хорошо сюда подходить. То есть делаю накид, и вот со второй перемычки от крючка провязываю первый столбик, накид, следующую перемычку, тоже столбик с накидом, и вот таким образом до конца ряда. Когда подошли к началу вязания, просто на ширину столбика вот таким образом подсоединяемся в нужное место, можно просто соединительным столбиком. Обрезаем хвостик чуть-чуть побольше, и можно иголочкой сшить вот это вот место, чтобы здесь не было такого отверстия. Вот что получилось. Потом, когда у нас все 4 завязки будут готовы, можно будет хорошенько отгладить с какой-либо из сторон, они выпрямятся. Все, и таким образом пришиваем столько завязок, сколько вам нужно. В длину жилет получился 61 сантиметр, в ширину 47 сантиметров. И вот такой классный жилет у нас получился. Всем спасибо за просмотр, всем пока!